Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. В этом видеоуроке мы с вами научимся вязать квадрат самыми простыми столбиками без накида. Нам понадобится джут. У меня джут халва от магазина пряжи Центр. По промокоду Behead на весь ассортимент этого магазина вы получаете скидку 5%. Итак, у меня халва, толщина нити L. Здесь в моточке 100 метров, толщина нити 3 миллиметра, номер крючка 4,8. Я буду вязать крючком 5 миллиметров. Также нам понадобятся ножницы и игла для того, чтобы прятать кончики. Давайте приступим к вязанию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Ссылку, где можно купить такую моталку, я оставлю в описании. Посмотрите, пожалуйста, на схему. А я сейчас подробно покажу, как он вяжется. Итак, для начала мы должны сделать с вами кольцо амигуруми. Кладем ниточку на руку, оборачиваем, здесь перекрещиваем, берем крючок. Теперь заводим крючок под ниточку, которая у нас лежит на руке, захватываем рабочую нить, вытягиваем вот так вот петельку и провязываем. Теперь в кольцо амигуруми нам нужно провязать 8 столбиков без накида. То есть в нем должно быть 8 столбиков без накида. Мы провяжем 7. Сейчас расскажу почему. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь кольцо немножечко затягиваем. Аккуратно. И теперь будем делать соединение. Как раз наше соединение и будет как бы имитировать 8 столбик. Вытягиваем немножечко подлиннее последнюю петлю, которая у нас на крючке. Дальше в первую петельку заходим крючком с изнанки на лицо. Вот так. Набрасываем на крючок нашу петельку длинную, которую мы вытянули. Вытягиваем ее на изнанку. Спускаем ее с крючка. Дальше вот под эти две ниточки, это у нас как раз вот эта вот длинная петля, которую мы вытягивали, заводим крючок и набрасываем вот эту петлю на него. Дальше захватываем рабочую нить, протягиваем через петельки на крючке и провязываем. И посчитаем. Вот это у нас первая петелька. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все верно. Вот эту вот ниточку можем отрезать покороче. И сразу же мы ее сейчас с вами вяжем. Просто ее будем вот так вот класть на петельки и постепенно вязывать. Так, в следующем ряду мы должны уже начать делать прибавки. Прибавки будем делать по 3 столбика без накида в один столбик предыдущего ряда. И будем их чередовать с одной одиночной петелькой. Итак, в следующую петлю провяжем 3 столбика без накида. Заводим крючок под обе петельки. Здесь эту ниточку будем ввязывать. Вот так вот ее сверху кладем. Захватываем рабочую нить. Провязываем первый столбик без накида. И сюда же мы провязываем еще 2. Петельку у второго столбика мы будем вытягивать чуть больше, чем петельки первого и третьего столбика в прибавке. Это делается для того, чтобы наши углы были более
очерчены, более заметны. Итак, провязываем сюда еще третий столбик без накида. Вот у нас в одну петельку мы провязали 3 столбика без накида. В следующую петлю мы провязываем 1 столбик без накида. В следующую, вот она у нас, снова 3 столбика без накида. Итак, 1. У второго немножечко вытягиваем вот эту ниточку чуть выше. 2 и 3. Все, провязали. Дальше в следующую мы провязываем 1 столбик без накида. В следующую петельку, мусор убираем, провязываем снова 3 столбика без накида. Среднюю петельку вытягиваем чуть побольше. Именно эти петельки, средние у нас в прибавках, будут образовывать углы. Провязали. Дальше снова у нас 1 столбик без накида. В следующую петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И теперь соединяем ряд. Вытягиваем петельку, заводим крючок под первую петлю с изнанки на лицо. Набрасываем нашу длинную петлю, выводим ее на изнанку. Здесь заходим крючок под 2 петельки. Набрасываем петлю, но крючок можно немножечко подтянуть. Захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицо петлю и провязываем. Чтобы себя проверить, можем посчитать петельки. В этом ряду их должно быть у нас 16. Начинаем считать с первой петли, которую мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все верно. Вот такой уже небольшой квадратик у нас образовался. В следующем ряду уже между углами мы будем провязывать по 3 столбика без накида. Прибавки будем делать в самые верхние петельки, да, получается в средние петельки прибавки предыдущего ряда. Итак, сюда мы провязываем 1 столбик без накида. Дальше в следующую петельку, это она у нас была как раз средняя в прибавке, мы провязываем снова 3 столбика без накида. 1 короткий, второй вытягиваем подлиннее и третий снова покороче. Дальше мы должны с вами провязать 3 столбика без накида, одиночных. Вот у нас следующая петелька, провязываем сюда 1 столбик, дальше в следующую петлю 2 и в следующую петельку 3. И третий одиночный столбик у нас уже пришелся на первый столбик из прибавки предыдущего ряда. Поэтому здесь у нас уже идет средняя петелька из прибавки предыдущего ряда. Мы сюда провязываем снова прибавку, то есть 3 столбика без накида. 1 покороче, 2 подлиннее и 3 снова чуть покороче. Вот так. Провязали. Дальше снова у нас 3 одиночных столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше в следующую петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снова 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. В следующую петельку
прибавка, которая состоит у нас из 3 столбиков без накида. 1, 2, 3. И нам осталось провязать столбик без накида вот сюда, в последнюю петельку, и сделать соединение. Здесь у нас уже один столбик мы с вами провязали, один столбик провязали в конце, и между ними сейчас соединение будет выступать третьим одиночным столбиком. Вот так. На этом этапе у вас должно получиться уже 24 петельки. Идем дальше. Смотрим. Здесь у нас уже мы прибавку будем провязывать вот сюда. В этом ряду это у нас получается 1, 2, 3, 4 ряд. В 4 ряду у нас между углами будет уже по 5 одиночных столбиков без накида. Итак, первый у нас есть, второй провязываем. Дальше провязываем снова одиночный столбик без накида. И здесь у нас вершинка предыдущего уголка. В нее мы провязываем 3 столбика без накида. Второй из которых чуть выше первого и третьего. Дальше провязываем 5 одиночных столбиков без накида. Снова дошли до вершинки угла и провязываем сюда 3 столбика без накида. Дальше снова 5 одиночных столбиков без накида. Вершинку угла 3 столбика без накида в одну петельку. 1, второй подлиннее и 3. Снова 5 столбиков без накида одиночных. Три столбика в вершинку угла предыдущего ряда. 1, 2 и 3. И довязываем ряд. Смотрим. Здесь у нас осталось провязать 1, 2 и сделать соединение. Вытягиваем, выводим на изнанку, заходим под петельки, накидываем петельку и провязываем. Мы с вами провязали 4 ряда. В следующем ряду у нас уже между прибавками будет с вами по 7 одиночных петель. Итак, вяжем 1, 2, 3 одиночных столбика без накида. Дальше доходим мы до уголка, вяжем в него тоже 3 столбика без накида, но уже в один столбик, то есть делаем прибавку. И дальше провязываем 7 столбиков без накида одиночных. 1, 2, 3, 4, 5
6, 7. Провязали, дальше снова у нас уголок. Мы вяжем в него 3 столбика без накида. Провязали, уголок сформировали и вяжем 7 одиночных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше снова уголок и в него прибавка из 3 столбиков без накида, второй из которых длиннее первого и третьего. Снова 7 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова в уголок 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И довязываем ряд. Здесь у нас остается провязать 3 столбика без накида одиночных. 1, 2, 3. И соединяем ряд. Далее 6-й ряд, в котором у нас между прибавками будет по 9 одиночных петель. И я уверена, что вы уже поняли алгоритм вязания квадрата. Между прибавками, между углами в каждом последующем ряду количество одиночных петель увеличивается на 2. В этом ряду, как я уже сказала, мы провяжем уже 9 одиночных столбиков без накида. Итак, вяжем 1, 2, 3, 4. Теперь у нас уголок. Мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю в уголке. И дальше вяжем 9 столбиков без накида одиночных. Вяжем уголок. 1, 2 и 3. Дальше снова 9 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3. Уголок. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И заканчиваем этот ряд. Итак, я закончила 6-й ряд и перехожу к вязанию 7-го. В 7-м ряду у нас между прибавками с вами будет уже по 11 одиночных столбиков. Все вяжется
аналогично предыдущим рядам, поэтому здесь уже я подробно останавливаться не буду. Провязываем по 3 столбика без накида в уголки и между углами провязываем по 11 одиночных столбиков без накида. Все, я провязала 7 рядов, и следующим этапом мы с вами должны обязательно провести для нашего квадрата ВТО. Это влажно-тепловая обработка. Можно проводить с помощью утюга. Кладете сверху ткань и утюгом с паром проходитесь с лица и с изнанки, расправляете руками, даете высохнуть. Если у вас отпариватель, еще проще. Просто отпаривайте с обеих сторон. Также поправляете все руками, чтобы он у нас был ровненький, наш квадрат. Кладете под что-то тяжелое, под пресс и дожидаетесь полного высыхания. После того, как вы сделаете ВТО, вы удивитесь, насколько джут станет мягче, приятнее на ощупь. Поэтому никогда не пренебрегайте влажно-тепловой обработкой изделий и частей изделий в процессе их изготовления. С помощью отпаривателя это делается очень просто. С обеих сторон отпариваем. С отпаривателем можно не бояться, что у вас что-то прожгется. Подошва не очень горячая. Все. Вот таким образом отпариваем с обеих сторон заготовку. Теперь поправляем все руками. Уголки потянем, чтобы они у нас были более ярко выраженные. То есть мы придаем нашему квадрату форму квадрата, чтобы стеночки были ровные. Все, и уже в таком виде мы его полностью высушиваем. Кладем на него пресс, что-то тяжелое. И на этом мой мастер-класс окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом by _behet, и я обязательно покажу их в своих сторис Instagram. Всем спасибо за поддержку моего канала, за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки. Это очень помогает мне в развитии моего канала и вдохновляет на новые интересные мастер-классы. Всем пока-пока!